Здравствуйте! Сегодня мы погружаемся в мир профессиональной разведки по открытым источникам, или ОСИНТ. И главный вопрос — в чем же разница между работой настоящего цифрового детектива и, обычным поиском в Google? Давайте разбираться. А начинается все, как правило, с очень серьезного вопроса. Вот, например, реальный запрос, который получили журналисты-расследователя. Выяснить, имеет ли одна логистическая компания отношение к целой сети, помогающей обходить международные санкции. Ставки, сами понимаете, высоки. И какой первый инстинкт? Правильно, залезть в поисковик и начать гуглить название компании. Но стоп, профессионал на этом этапе нажмет на тормоз, потому что настоящий ответ — это не хаотичный поиск, а четко выстроенный формальный процесс. Так как же не утонуть в этом безбрежном океане информации? Для этого у профессионалов есть проверенный временем инструмент, своего рода компас. Называется он разведывательный цикл. По сути, этот цикл — это фундамент, скелет всего расследования. Это именно та методология, которая превращает хаотичный серфинг в интернете в сфокусированный и логичный процесс, где каждый шаг вытекает из предыдущего. И вот как это выглядит на практике. Смотрите, все начинается с направления, то есть с постановки правильных вопросов. Затем идет сбор информации по четкому плану. После этого все сырые данные нужно обработать, привести в порядок. Дальше самый интересный этап — анализ, где мы ищем связи и закономерности. И в финале распространение, то есть упаковка всех находок в понятный отчет. Вот он, путь от общего вопроса к конкретному, доказанному ответу. Но даже самый лучший процесс не будет работать без четких правил. В мире профессионального OSI закон — это не какая-то рекомендация. Это, если хотите, игровое поле с очень жесткими границами, за которые заступать категорически нельзя. И вот тут мы подходим к ключевому моменту, особенно в Европе с ее строгим регламентом GDPR. С одной стороны, нужно собрать информацию для расследования, с другой — действовать нужно по принципу минимизации данных, то есть брать только то, что критически необходимо. Это постоянный баланс, настоящее хождение по лезвию ножа. И знаете, что отличает профессионала? Он не просто знает о рисках, он заранее готовит план по их снижению. Как видно из этой таблицы, на каждое потенциальное нарушение, будь то сбор лишних данных или слишком долгое их хранение, есть четкая стратегия защиты. Это и есть управление рисками в действии. Хорошо, данные собраны, причем легально. Но тут же возникает следующий вопрос: а как доказать, что эти данные подлинные, что их никто не изменил по пути от источника к отчету? Вот для этого и существует абсолютно необходимый процесс, который называется цепь сохранности доказательств. Без него любой найденный файл — это просто картинка или видео, а не улика. Давайте посмотрим на эти шаги. Сначала идет полная фиксация контекста, откуда, кто, когда. Затем загрузка файла оригинала. И вот он ключевой момент — вычисление хэша. Это как снять с файла уникальный цифровой отпечаток пальца. После этого оригинал убирается в сейф, а вся работа ведется только с копиями. Эта процедура гарантирует, что доказательства выдержат любую, даже самую строгую проверку. Фактически, для каждого найденного файла создается вот такая ID-карта, или, если хотите, паспорт. В нем записано все: откуда он, кто его нашел, когда и, конечно, его уникальный цифровой отпечаток, тот самый хэш. Без такого паспорта в профессиональном мире любой артефакт не имеет никакой силы. Так что же мы получаем, если соединить все это вместе? Структурированный цикл, строгие правила и железную сохранность доказательств. А получаем мы не просто набор инструментов, а целостный образ мышления, профессиональный OSINT mindset. Это сравнение, на мой взгляд, говорит само за себя. Любитель начинает с готового вывода и ищет ему подтверждение. Профессионал начинает с вопроса и готов к любому ответу, который дадут факты. Один ищет то, во что хочет верить. Другой — то, что можно доказать. Вот они, три кита, на которых стоит вся профессиональная разведка по открытым источникам. Процесс, который дает структуру, правила, которые задают границы, и доказательства, которые обеспечивают достоверность. Именно это превращает OSINT из хобби в серьезную дисциплину. И в финале один вопрос, над которым стоит поразмыслить. В нашу эпоху дипфейков и потоков дезинформации, когда создать можно любой факт за пару минут, возможно, самым ценным становится не сама информация, а способность доказать ее подлинность. То есть важно уже не просто, что мы знаем, а как мы можем доказать, что мы это знаем.